Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Итак, что у меня сегодня по планам? По планам это взять двух гоблинов-убийц и взять цемку. Может это будет даже ранний баф людей. Если это будет ранний баф людей на третьем либо на четвертом раунде, это будет просто великолепно. Так, ну, судя по легендаркам, которые я сейчас увидел, там есть Джекира, есть Дизраптор, есть Инвокер, есть Хан. Спектра, конечно, есть еще, но, честно, я через, допустим, нежить пока что не хочу играть. В принципе, я через нежить поиграю в том случае, если из раскрытых легендарных фигур будет Лич и будет Джекира. Почему так? Потому что я хочу попробовать довольно-таки необычную сборку через магический прокаст. Ну, все как мы любим, конечно. Вот, еще и темный лорд со старта пришел. Обалдеть! Вот это я понимаю приход. Вот этот приход мне нравится. Вот это вот 10 из 10. Вот это я обожаю. Вот это вот лайк. В общем, я хочу поиграть на нежити только в том случае, если будет два раскрытых героя. Это Лич и Джекира. Почему именно так? Я хочу попробовать сборку, это сыграть через 3 либо 5 драконов и, соответственно, 6-9 нежити. Ну, там уже, соответственно, по обстоятельствам, как оно будет. Но в целом вот такой вот у меня план есть. И я хочу его попробовать. Ну, если, конечно, мне удастся. Опа, 2 агра сюда. Боже, все приходит, все так вкусно приходит, все хочется, но на все денег нету. Ой-ой-ой. Не, ну мне сейчас хорошо пришло. Правда, предметы не очень, конечно, но это уже такое, знаете, погрешность небольшая. Ладно, возьму вот так вот пока что. И выйду, наверное, все-таки... Может выйти в 4 монеты, может не выйти в 4 монеты. Может сейчас через панду поиграем, если, конечно, сейчас мне панда что-нибудь пришлет. В общем, что я здесь вижу? Я вижу здесь довольно-таки неплохой магический прокаст через, соответственно, драконов. Потому что здесь есть также и Дизраптор. Вот это, я понимаю, будем делать деньги. Но я возьму, наверное... Сложный выбор, на самом деле. Типа Кристалл Мана, либо же магический плащ. Я думаю, взять Кристалл Мана плюс 50. Кристалл Мана плюс 50 мне 100% пригодится. Это прям must-have предмет. Вот, и я возьму уровень и поставлю агра. Огр — это лютая имба. Ребят, кто не знает, что изменилось в агре, так это то, что он теперь не требует маны. И, соответственно, накидывают на одну цель, со второго уровня на 2 цели. Но самое главное, это то, что он не требует маны. Теперь этого героя можно брать чуть ли не каждый раз. Слишком сильный герой. Ребят, я рекомендую его брать и самим распробовать. В 3 звезды можно не собирать, а вот в 2 звезды, если он со стартовым хорошо пришел, как мне сейчас... Это что за деньги? Вот это кайф. Вот это я понимаю приход. Так, ща, это берем. Это берем. Так, что мы делаем дальше? Ладно, я выйду из инкама. Так, одна монетка там, одна монетка там. Играю на жадничах. Мне кровь износа необходима, чтобы 2 гоблина-убийцы добили фигуру. Чтобы я получил как можно больше денег. Вот серьезно. Надо, чтобы я получил как можно больше денег. Будет классно, конечно, если темный лорд ко мне придет в 2 звезды. И огр в 2 звезды. Тогда у меня будет вообще идеальный стол. Там тоже, конечно, у ребят довольно-таки сильные столы, но... У меня будет сейчас посильнее, поприятнее. Ладно, давайте так. Я не буду загадывать, на чем я буду играть. Будем играть на том, что придет. Правильно? Правильно. В этой игре я буду водой. Буду водой, буду принимать абсолютно любую форму и буду от этого отталкиваться. Может, мне сейчас вообще панда что-нибудь пришлет, там, допустим, какого-то эмбера, хитреца и тому подобное. И я такой... Время показывает скилл. Так, парень играет через лустрик. Один гоблин-убийца получил монетку. Хорошо. Один гоблин-убийца, к сожалению, не получил монетку. Это плохо. Это плохо, но, в принципе, ладно. Не критично. Так, ты получил, ты не получил, ты получил. Короче, вот так вот, да? Так. Вот так, все, отлично. Почему я сейчас так сделал? Смотрите, ребят. Те 3 гоблина-убийцы, они получили монетку. Соответственно, за убийство героя и все такое. Вот. А этот гоблин-убийца, в котором у меня сейчас предметы находятся, он не получил монетку, поэтому я в нем оставил предметы, все такое, чтобы он 100% хоть кого-нибудь добил. И реликвии классные, на самом деле. Блин, так много всего, и так на всем хочется прям поиграть, но... Ладно, предметы я перекину в гоблина-убийцу за 2 монетки. Я в него как-то поболее верю. Он все-таки сделает мне стол намного сильнее. Поставил себе еще и ранний баф чернокнижников. Там в цемке находится маска берсерка.
Сильно. Блин, гоблин-убийца снова никого не добил. Ну ладно, в принципе, баф мехов у меня нету все равно. Можно было бы, конечно, поставить баф гоблинов. Кускар, тролли. Ой-ой-ой. Как же это вкусно. Как же не хочется мне баф мехов продавать, если честно. Ну, бафа мехов, конечно, сейчас нету пока что, но в целом мне так не хочется его продавать. Может придет мне баф мехов, может не придет. Ладно, пока что перекину предметы в него. Мне надо, чтобы он 100% кого-то добил. Я играю на жадничах. Я хочу сыграть жадно. Поэтому мне надо, чтобы гоблин-убийца кого-либо добил. Без разницы кого, пусть кого-нибудь добьет, чтобы я получил за него деньги. Вот. Ладно, выйду, конечно, вот так вот 20 монет цемку. Я не особо хочу продавать. В целом, мне мой стол нравится сейчас. У меня 7-й раунд, у меня более-менее сильный стол. Кстати, гоблин-убийца добил кого-то. Кого не знаю, но кого-то добил. Меня это только радует. Я его смогу заменить. А вдруг мне еще 2 гоблина-убийцы придут, и я, соответственно, сразу апну еще одного гоблина-убийцу в 2 звезды, и будет вообще прекрасно. Денег у меня будет море. Я буду как Скрудж Макдак. Или как его правильно? Короче, я буду Скруджем, который будет прыгать в свое золото. Цвета. Соблазнительно. Но... Хочу ли я ее? В принципе, я мог бы поставить себе баф мехов, но я бы тогда сделал себе стол намного слабее. Ладно, в панду я не верю, короче, панду пока что продам. Поставлю баф гоблинов. Я думаю, так будет намного сильнее. Или поставить. Ладно. Ладно. Попробуем мартретку еще. Апнуть в 2 звезды. Если она придет мне в 2 звезды, у меня под нее есть 2 идеальных предмета. Тут я, к сожалению, проиграл. Как я это понял? Я прочекал по своей экономике. За серию побед у меня было плюс 0. Это означало, что я проиграю. Ну, ладно. Да что ж такое? Режим Жигуля активирован. Так что извиняюсь сразу заранее. Не знаю, что горло першит. Першит и першит. Каждый раз, когда... Как хорошо. Мне это нравится. Все. Баф гоблинов, баф мехов, все на связи. В общем, не знаю, что происходит, но когда сажусь снимать серию, то у меня начинает горло першить. Прям не знаю, с чем это связано. Волнуюсь, походу, волнуюсь. 6 рыцарей, понимаю, конечно, потом парень без денег сидит вообще, но у него зато 6 рыцарей. Вот на самом деле, он взял, рискнул и нашел себе нормальных 6 рыцарей. И будет сейчас кайфовать. Множество раундов он будет сейчас кайфовать. Или не будет. Или походу будет. Или не будет. Или не будет. Не будет. Хорошо. Такое мне нравится. С этим я согласен. Можно теперь агра? Нельзя? Я так и знал. Я так и знал, что нельзя. Кстати, панда, Марси. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Сильно, конечно. Но я, наверное, на этот раунд поставлю панду. Может, реально что-нибудь принесет. Она в любом случае мне принесет более разочарования, но все же. Да все, Саня, ну успокойся, хватит рычать, как Жигуль. Блин. И синергию кунг-фу хочется попробовать, потому что Марси стала как прежде. Она стала такой же сильной, как была до этого патча, когда ее поломали. Теперь у нее нормальная скорость атаки, все такое. Хочется как бы ее попробовать реализовать. Так, что нам там по реликвии упадет? Ну-ка, 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 так. А ну-ка. Мастерская бума. Еще и ой-ой-ой. И 2 цветы. Как хорошо. Воин там довольно-таки большой. 3 фигуры в 2 звезды.
Ладно, я возьму сокровище Бума. Ну, мастерскую Бума. Но пока что ничего делать с этим не буду. Попозже, если что, переделаю предметы, потому что на самом деле я пока не определился с предметами. Я не знаю, что я хочу. Тут уже кунку молодого. Он 6-й уровень взял, у него уже кунка. Перчатка хорошо сработала, отлично. Так, на самом деле Темный Лорд обалденно накинул свой щит на пивную панду, на которой работает баф гоблинов. Это прям 10 из 10. Может на убийцах сыграть. Кстати, Винстрик сбил. О, Эмбер. Хорошо. Это то, что доктор прописал. Это мне нравится. Так что, может попробуем Эмбера заобузить? Может получится? Ой-ой-ой. Так, духов пока что оставлю. Может быть, пригодится. Ладно, в резака пока что закину кристалл маны плюс 50. Чтобы он чистым уроном крутил-вертел всех. На самом деле у меня все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Но у меня все хорошо. Короче, если придет Эмбер в 2 звезды, я попробую поиграть через этого Эмбера. Но это только если он ко мне придет. Если же он, соответственно, ко мне не придет, грустно, печально, но да ладно. Ладно, распродался, выходим в уровень, хотел сказать, выходим в деньги. Я и так в деньгах сижу, куда дальше выходить. Рики на всякий случай возьму. Да в целом я пока что вот так вот и оставлю свой стол. Там рыцарь сбил винстрик. Сильно. Но у него 2 двойки пришло. Легионка и ЦК. Ну, это такое. Хотя, на самом деле, у него сейчас поболее сильный стол, чем у меня. Я думаю, что если он ко мне придет, он меня вынесет. Молодого там уже 6 зверей. Это очень опасно, если что. 6 зверей меня 100% выносят. Блин, надо определиться со сборкой. Но пока непонятно, что мне идет. Мне вроде бы идет Темный Лорд неплохо, да? Сейчас я на следующем раунде попробую рольнуть. Может, клевер упадет. Клевер. Пожалуйста, клевер. Еще один предмет на минус броню. Почему я хочу найти сейчас клевер? Это потому, что я хочу попробовать Эмбера найти в 2 звезды. Вот серьезно, хочется. Кстати, в этот раз он меня вынес. В этот раз этот паренек меня вынес. В прошлый раз я его вынес, в этот раз он меня вынес. Ну ладно. Ну ладно. Но там второй воин тоже огромный. Богиня войны пришла. Вкусно. Можно попробовать сыграть через 6 рыцарей и древних. Ну, есть реликвия яиц. Если реально Эмбер будет хорошо идти, я даже могу его и в 3 звезды собрать. Самое главное условие это если. Если. Это если все портит. Да, 6 зверей на самом деле там сильные. Так, этот паренек пришел, у него 3 двойки. Ой, хорошо, Хусика добили, но тут и гида мощная. Или вынесу. Не вынесу, у меня слишком слабый стол. Если бы у меня был хотя бы Тинкер в 2 звезды, тогда бы я мог его вынести. А так у меня Тинкера нет в 2 звезды, поэтому я его не вынесу. Кстати, ребята, если что, я вчера делал вырезку со стрима. Блин, жалко это, конечно. Упала магическая панда. Я очень надеялся, что у меня упадет Эмбер. А вот и Клевер, кстати. Клевер закинул Эмбера. Может быть, бог рандомом мне пришлет еще одного Эмбера, и я смогу сыграть через Эмбера. Короче, вчера я делал вырезку со стрима, потому что я слишком был уставший. Чтобы вы понимали, в 11 вечера я уже все, я спал. Отдыхал, спал, набирался сил. И вот сегодня с полными силами в 6 часов вечера выйдет еще рубрика «Комментирую игры моих подписчиков». Поэтому не пропускайте ролики. Если что, напоминаю, 2 ролика в день выходит. Один в 12 часов, один в 6 часов вечера. Так что вот так вот. Контент обалденный. Все как всегда. Делаю на высшем уровне. Я думаю, вы это и сами прекрасно знаете. А еще 23 числа этого месяца я планирую запустить стрим.
после кучу, соответственно, своих смен. Я высплюсь в этот день и хочу запустить стрим. Поэтому я всех 23 числа жду. Если что-то поменяется, сообщу в телеграм-канале. Поэтому на него тоже подпишитесь. Возьму, короче, вот этот кристалл. Если темный лорд что-нибудь хорошее украдет, будет классно. Если что-то плохое, то будет не классно. Ну, в принципе, логика логичная, да? Может, я зря покупаю пока убийц? Темпларки в раскрытых фигурах нету. И это печально. Я просто не уверен, что здесь даже будет темпларка. Если бы здесь были в раскрытых легендарных фигурах хотя бы темпларка, было бы хорошо. Но так как в раскрытых фигурах нету темпларки, я не очень хочу рисковать через убийц играть. Это может очень плохо и плачевно обернуться. Против меня причем. Тут у меня он... Ого, какие он мне куски отрывает. Дядя, а можно не так сильно? Пощады? Ну, зверь хорош. На самом деле, через 6 зверей так приятно играть. Особенно через суммоны. Да, это законтрить довольно-таки легко, но играть очень приятно. Мне аж лондруид пришел. Обалдеть. Поставлю сейчас баф чернокнижников, чтобы у меня был отхил. Ой, какую ты дырявую способность стырил. Перевоплощение в собаку. Спасибо. Да. Чтобы вы понимали, когда он перевоплощается в собаку, у него пропадает мана, и, соответственно, дальше он свою способность кастовать не будет больше. От слова совсем. Может быть, на 20-м раунде ко мне придет аптечка священника, и сыграть через максимальный опыт может получится и 12-й взять? Таким образом, а? Кстати, классно он накинул свой щит. Гоблин-убийца у меня в ДК перевоплощается. Сильно. Ну, это реально сильно. Правда, долго он не пожил, но он перевоплотился. На самом деле, я не знаю, будет он перевоплощаться или не будет перевоплощаться. Это мы сейчас посмотрим и узнаем. Может, Марси мою любимую поставить пока что. Пока что проигрываю, но зато у меня 8 уровень. Достойно проигрываю. Я, наверное, мехов уже разберу. Я что-то не особо сейчас верю в мехов. Может, так мне получше будет приходить. Просто у меня стол такой слабый. Если что, я поставил себе еще новую синергию, которая дает фир. Вон, видите, как она работает. Раз в 5 секунд или в 6 секунд срабатывает фир в радиусе одной клетки. Приятный такой бонус, ломает позиционку. Плюс у меня Рики, который накидывает тучку. Это прям 10 из 10. Ой, Котел. Ой-ой-ой. Не, ну, конечно, Котел довольно-таки поздно ко мне пришел. Но он хотя бы пришел. Агра поставлю вместо Тинкера. Рубика пока продам. Есть Леон, конечно. Ну, пожалуйста, давай, Эмбер, ну приходи уже. Ну, уже пора. От котла отказываться не буду. Может, у меня получится и через драконов-магов сыграть. Либо же просто через дизраптора получится сыграть. Либо через сильный прокаст получится сыграть. Не знаю, как-то я, короче, из этой ситуации буду выпутываться. Пока что все не очень. Не очень хорошо. Пока я получаю пачку болтов на 28 в лицо. Уже антимага нашли. Но антимаг не дал свой импакт. Но уже нашли. На самом деле, довольно-таки поздно нашли антимага. Я уж удивлен. Обычно к раунду 15 уже как минимум есть у многих антимаг. Легионка. Не, ну у меня пока все более-менее хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Чтоб не сглазить. 69 хп, почти 9 уровень. Нормально. Живем. Хиримся, живем. Квапу нашли. Может, и темпларка будет? А кто нашел квапу-то? Кто-то, походу, купил и продал ее. Сильно. Но тут, кстати, 9 воинов будет. Поэтому на убийцах будет тяжело играть, если мне Эмбра в 2 звезды не придет и с нормальными предметами.
Тогда придется думать что-то другое. Либо же играть через 6 рыцарей, 4 древних, через темного лорда. Либо же придется сыграть через все-таки магический прокаст и просто сносить этих воинов. Либо же просто через сильный прокаст драконов. Короче, посмотрим. Это, знаете, я сейчас начинаю загадывать наперед, вот это вот, туда-сюда. Может, просто соберу сейчас антимагов 3 звезды и буду наваливать движа. Кстати, а ну-ка напишите в комментариях, что вы думаете по поводу сборки антимага. Кстати, возьму шлем Ареса, потому что у меня сейчас будет 9 уровень. И может быть, ко мне придет легендарная фигура. Сейчас активирую, чтобы у меня был побольше шанс. Так вот. Что вы думаете по поводу сборки через антимага и мантию короля? Стоит ли попробовать записать на контент? Или вы не очень хотите видеть антимага? Просто я уже знаю и прекрасно вас понимаю, что вы хотите сказать по поводу того, что антимаг уже почти целый год это имба, но все-таки хочется попробовать собрать его через мантию короля. Ладно, кому я вру? Я хочу сыграть через имбу просто. В комфортной игре через имбу все как надо. Вон там уже антимагов 2 звезды нашли, он без денег, конечно, сидит. Но я даю гарантию, что этот парень, который имеет сейчас вот такой вот огромный лустрик, он спокойно сейчас будет тащить. Вот запомните мои слова. А тащить он будет чисто из-за того, что у него есть антимаг. Вот. Вот так вот. У меня сейчас тоже есть антимаг, но антимаг у меня в 1 звезду, не в 2 звезды. Так, вот парень с винстриком пришел ко мне, но я его вряд ли сейчас выиграю. У меня слишком слабо все. Да, вряд ли выиграю. Даже с антимагом вряд ли выиграю, потому что антимаг не сможет перебить это все. Ну да. Ну да. Если бы он был у меня в 2 звезды с нормальными предметами, я был бы уверен на 100%, что он бы развалил здесь всем лицо. Котл, хорошо. ЦМК, отлично. Я поставлю себе сейчас баф людей, плюс... Ладно, короче, панда, иди гуляй лесом. Ты мне пришла, конечно, довольно-таки рано, но иди ты гуляй лесом. Антимаг, 2 Рики. А это я хочу, конечно. И Рики мне пригодится против ребят, которые дают прокаст. Все-таки тучка. Это многого стоит. И Марси продам, 50 монет выйду. Так, ну что, посмотрим, что сейчас по способностям они украдут. Или может предмет сразу найти себе. Я, наверное, сразу предмет 5-го тира буду искать. 3-й тир это, конечно, хорошо, но я думаю, наверное, все-таки 5-й тир попробовать найти. И палку, наверное, оставлю. Да, поехали. Щит 5-го тира, конечно, хорошо, но он мне не нужен. Но криты тем более мне не нужны. Вот что-что, но я не ожидал криты увидеть. Я на самом деле хотел увидеть там какой-то Мьёльнир, Аганим. Вот что-то такое я хотел увидеть, но никак не хотел я увидеть себе криты. Криты мне не нужны. Квапа, сюда. Квапа это надо. Квапа это хорошо. Антимаг, отлично. Все, ну с антимагом 2 звезды игра пойдет поярче. У меня все-таки все равно еще слабый стол, но даже вот такой вот стол будет довольно-таки легко тащить. И Джакира, боже, и баф людей идет. Ну все, ребят, я дико извиняюсь, но сейчас будет маршрут перестроен. Сейчас будет маршрут максимально перестроен. Раз так Джакира мне рано пришел, то нужно это реализовывать. Взорву? Или не взорву? Пора? Пора? Да, взрываю, отлично. Ну, просто 4500 урона от антимага. Сильно. Минус маг. Лина. Боже, у меня сейчас... Так, ребята, походу это будет игра через антимага. Баф 6 людей. Вкусно. Вкусно. Надо брать. Баф 6 людей надо брать. Рики пока что оставляем. Все-таки это Сайленс по области. Причем Сайленс кастуется намного раньше. А ну-ка. Ладно, я хочу Аганим. Отлично, Аганим я нашел. Прекрасно. Аганим я нашел. Прекрасно.
И потихоньку будем собирать драконов. А что такое замедление атаки? Прикиньте. Сильно. Надо усиливаться. Так, яйцо есть, ДК есть, кстати. Не, я не хочу пока что спешить. ДК берем. Вместо собаки ставим. Потому что в дальнейшем мы поставим драконов. Ну да, ребят, ну да. Ну выпустил я еще один ролик. Ну, если выпущу. То я уже, знаете, заранее говорю, что выпустил. Хотя на самом деле сейчас может быть совершенно не так. В общем. Ну будет еще один ролик с драконами. Только надо будет красиво. А еще будет красиво, если это будет обалденный камбэк. Я вот сейчас в Джакира сейчас закину Аганим. И буду керрить Джакира. Это будет имба. Да? Я считаю, да, это будет сильно. Очень сильно. Самое главное, чтобы они всех кучно делали. Там, конечно, вот этот вот чел с антимагом 2 звезды. Он там плащ-пальто нашел, который дает 50% магического сопротивления. Это мне не нравится. Это плохо. Это очень плохо. Так, верю ли я в инвокера? На самом деле я не особо верю в этого инвокера. Вопрос только в том, что с ним делать, с этим инвокером. Как-то мало у Джакира урона. Очень мало. Ладно, надеемся, что сейчас упадет посох 3-го тира. Кристалл Божьего Посланника возьмем. О! Как под заказ. Чисто как под заказ. Отлично. Это мне нравится. Такое мы одобряем. Антимага мы тоже, если что, одобряем. У меня сложная игра. А еще мне надо уровень. Мне нужен 10-й. 2 волшебников пока что оставлю. Может быть, пригодится. Блин, так не хочется этого Рики продавать. Есть много там чего, что можно будет заблокировать в легкую. Хускар в 2 звезды сильный. Там тоже маг-дракон довольно-таки сильный. Он без денег, а у меня хотя бы есть немного денег. И предметы хорошие. Не знаю, получится ли из этой игры что-нибудь хорошее или не получится. О, классный зверь. Мне нравится, ставлю лайк. Ставлю лайк, потому что весь прокаст прилетел вот в эту толпу. И нанеслось, ну, очень много урона. Мне на самом деле Джакира не особо нравится как герой. У него слишком много минусов у этого Джакира. Ой, пак, хорошо. Много минусов в плане. Кстати, сейчас, секундочку. Сейчас поговорим по поводу этих минусов. Так, в инвокера я не верю. Вообще не верю в этого инвокера. От слова совсем. Ну, придется антимага лишиться. Ну ладно, пару раундов он у меня постоял, этот антимаг, и хватит, правильно? Побалдели и хватит. В общем, какие минусы у этого Джакира? Во-первых, он свою способность может кинуть просто в молоко. То есть, он кинет в одного персонажа, в которого рядом герои не стоят. И нанесет только урон по этому персонажу. И все. Поэтому я и не люблю этого Джакира. А еще он может кинуть свою способность в мертвое тело. То есть, допустим, там у чувака остается 100 хп, он закидывает в этого чувака 100 хп, он умирает, и способность летит в никуда. Ой, ну тут тоже... Ну ладно, меня этот неимбовый антимаг сейчас порвет. Кстати, смотрите. У чела уже 41 хп. И деньги появились. А помните, я говорил, что как только он соберет себе... Ой, как только он соберет... Как только он собрал себе антимагов 2 звезды, у него все будет хорошо. У него будет все прекрасно. Помните, такое говорил? Я думаю, помните. Кстати, дух 5 есть. Из хорошего есть дух 5. Мне это нравится. Так, хан, это хорошо, но... Но. Нужен ли он мне?
Ну, в принципе, против антимага подойдет. Можно будет поставить себе фулгорн. Ладно, продам. Котл. Вот котл это хорошо. И я все предметы закину сейчас в котла. Потому что в котла я как-то поболее верю. У него все-таки область поражения намного больше, нежели у Джакира. Хотя тоже, это пенсия, пока прокастует свою способность. И вот дойдут 10 раз аннигилируют. Или контроль какой-то прилетит, тоже будет неприятно. Кстати, а вот и воины. Уи! Хороший воин, мне нравится. Ставлю за это лайк. Но антимаг от меня прям не отцепляется. Антимаг прям цепляется за... Берем. Это имба. Соберу в 2 звезды, у меня будет имба. Сделаю себе керри дизраптора. Ой, какой же этот кристалл бесполезный. Пойдет в кунку. Пусть пока в кунке повисит. Кстати, надо кунку в 2 звезды найти. Может, что-то получится найти хорошенькое. Хорошенькое, приятное. Так, ману плюс 50 закину в кунку, чтобы быстрее ману регенил. Котлу это не надо. А еще нужно найти маленькую виверну. Может, получится 9 магов поставить. Посмотрим. Ну, кстати, вот парень был в самых низах по хп. Теперь он на 2-м месте по хп. Интересно, там орк собирается. Через Джаггернаута. А предметы у него там не шуточные. На самом деле, из предметов у него там самое жесткое — это щит 5-го тира. Для меня это проблема, потому что этот щит 5-го тира может вернуть весь мой прокаст. А, соответственно, когда он вернет весь мой прокаст, то мне будет ГГ. Так, рыцарь. Рыцарь, здорово. Рыцарь, пока. А у рыцаря 79 хп на секундочку. Реально на секундочку 79 хп у него, обалдеть. Опа. Ну то, что я и говорил. Парень с антимагом зашел в топ-3 уже. Так, ну, из предметов 5-го тира мне ничего не надо. Я более чем уверен, что этот чел с антимагом даже в топ-2 зайдет. Или в топ-1. Уверен в этом. Дагон. Берем. 800 магического урона. Бафается это все на посох 3-го тира. И там не 800 магического урона. Если у меня будет на посохе 20 стаков, то там будет 2400 магического урона. Это я еще не посчитал, если что... Ого, там антимаг. Это, если что, я не посчитал еще с дебафом магов. Вы можете сами это прекрасно посчитать. Ой, какие хорошие реликвии упали. И мета, и яйцо, и аптечка. Я пока не буду спешить. Я немного подожду. Если получится, то я, наверное, возьму аптечку. То есть, если я буду проигрывать, я беру себе спокойно аптечку и потихоньку апаю себе 12 уровень. ХП у меня позволяет. Но если я буду жестко выигрывать, то я возьму себе мету. А лучше даже яйца. Короче, одну из 200 100% у меня будет. Так, виверна маленькая, хорошо. Тайт, тайт! Так, дед, прости. Тайт это отменно. Тайт это контроль, и под 5 драконов это имба. О, кстати, смотрите, что там парень с антимагом творит. Он поставил себе 5 драконов и сделал себе дизраптора. И, если что, от его 5 драконов, я более чем уверен, никакого импакта не будет. Но будет импакт от его антимагов в 2 звезды. Кристалл Божьего Посланника, если что, я оставил. Может быть, что-то сейчас полезное украдет, когда я кунку в 2 звезды соберу. Может, он украдет способность дизраптора. Это будет вообще 10 из 10. А может, Doom украдет. Это будет еще 10 из 10. Ты знаете, я, наверное... Ну, кстати, Джакира он моего накрыл, окей. Ну, куда... Видели, куда котел закатил свою способность?
Старый ты пердун. Ну, вы сами видели, куда он закатил свою способность, да? Просто старый пердун закатил в никуда. Он мне иногда напоминает рыжего лиса, который тоже не может попасть. Никуда. Тварь бесполезная. Бесит. Серьезно бесит. Еще и бесполезные способности украли. Вдвойне меня бесите. Что нужно для счастья? Собрать себе 5 драконов, но самое главное антимагов 2 звезды. Собираете антимагов 2 звезды и любую сборку ставите под этого антимага и все. И кайфуйте от жизни. Вот серьезно. Прикиньте, я сам себя убил догоном. Ладно, хп у меня еще позволяет пожить. Сейчас, кстати, у меня почти 12 будет. Сейчас 11, но будет чуть-чуть больше 11. Это мне нравится. Яйцо. Варлок. Ой-ой-ой. Так, Тайда беру. Тайд имба. Тайд сейчас моментально свой стан прокастит. Все будут находиться в контроле, и я в это время буду накидывать им за пазуху. Чтобы они не расслаблялись от жизни хорошей, прекрасной. Может, через яйцо... Не, ну я яйцо... О! Ты иди гуляй. Я просто подумал о том, что можно будет поставить этот... Горн. Я, кстати, все предметы сейчас закину в кунку. Меня этот котел бесит. Меня этот старый пердун бесит. Да, у него откат способности минимальный, в отличие от кунки. У кунки сейчас будет 9 секунд. Но я как-то в кунку больше верю. Самое главное, чтобы кунка украл хорошую способность. Если он украдет хорошую способность, это будет 10 из 10. Уи! Ба! Хорош! 18 тысяч урона от кунки. Плюс стан на 3,5 секунды. Если Тайда в 2 звезды соберу, я в Тайда даже могу закинуть Аганим. Там на 5,5 секунд будет станчик. А еще Дизраптор пришел в 2 звезды. Это вообще имба. Отлично, собираем. Может вместо Тайда поставить. Я не хотел... Ну ладно, попробуем. Там, кстати, орк вылетел, отлично. Остался рыцарь. И остался псевдодракон, который играет тупо через антимага. Кунка 2 корабля украл. А это прикольно. Один корабль 3-го уровня летит, а второй корабль 2-го уровня летит. Но это сильно. Это очень сильно. Красота. Надо только духа 5 найти. И будет такое развлечение. Я даже на самом деле могу закирить духа 5 спокойно, и он будет всех разваливать. Но у меня есть дизраптор 2-го уровня. Скорее всего, мне придется перестроиться в 4 бога, 4 горна и играть через дизраптора, чтобы накрыть этого антимага и просто аннигилировать его. Но это на самом деле так тупо. Козел. У него еще и клинок, очищающая сфера. Это неприятно. Соберет себе антимагов 3 звезды. Шансов его победить будет минимум. Но из плюсов, на самом деле, это то, что он регенится только с маски 5-го тира. То есть только от урона с руки. Это прям огромнейший плюс для меня. Со способностью он не хилится. Это однозначно лайк. Сейчас посмотрим, что мне еще за предмет упадет. На самом деле, дизраптор может его спокойно накрыть. То есть, если тучка упадет куда надо, то дизраптор вынесет всех и вся. Медузу возьму. Чтобы у меня было прям очень много контроля. И рефрешер возьму, чтобы прям жизнь медом не казалась.
И все предметы в дизраптора. Все, погнали. И очищающую сферу, чтобы еще и синергию выключить. Вау, вообще красота. А в кунке оставлю 2 корабля. Кунка мне нравится. Кунка с 2 кораблями. Это то, что доктор прописал. Так. ДК убираем. Тай доставим. Баф людей мне в целом 6 уже не нужен. Медузу покупаем. Но на 1 раунд мне надо баф людей оставить. Ну так, бафа людей нету. Блин, а я никак не могу провернуть это все, да? Ну и в кого я больше верю? Я идиот. Ой, я дурак. Вы поняли, что я сотворил? Я не поставил баф людей. Гений. Ребята, я не признанный гений. Если что, преподаю уроки. Недорого. Но, кстати, я его в предыдущий раз вынес. Может, и в этот раз вынесу. Ну, я лютую ошибку совершил. Я что-то подумал, что... Ой, все, забейте. У меня просто мозг от тучи смен плавится. Поэтому, если что, не обессудьте, ребят, меня. Ну, не кидайте в меня санными тряпками. Ну, бывает. Ну, поплыл немножко у меня мозг. Ну, чуточку прям поплыл. Прям, ну, такую, ну, грамулечку. Не, серьезно, если что, то меня немного это варит все. Поэтому не обессудьтесь слишком. Так, надо поменять сейчас будет местами, потому что... Ой, хорошо, на антимага накрыл. Антимага накрыл. Ну чё, поиграл на имбе? В могилу? Ой, как мне нравится вот этих вот скилловичков выносить на антимагах. Ой-ой-ой-ой-ой. Кайф. Хускару, наверное, обидно. Я на самом деле не знаю, почему он Хускара кирил, почему не кого-то другого кирил. Странный парень. Джакира с цепочкой. Ну, не повезло на антимаге, да. Но у меня был посильнее дизраптор. Намного посильнее. Ой, какая-то красота. Ой-ой-ой. Ой, какая красота. Как я обожаю вот этих вот антимагов душить. Просто не передать словами, насколько сильно я обожаю этих антимагов душить. Кайф. 10 из 10 ставлю. На самом деле, когда вот так вот жестко нерфанули антимагов, в плане того, что теперь ты не хилишься с активацией способности, а хилишься только стычек, то есть без чернокнижников он не похилится от активации своей способности. Это прям жестко повлияло. Плюс ввели новый вот этот вот предмет, очищающая сфера, это тоже имба такая, потому что она выключает абсолютно все синергии. Это прям кайф. Реально кайф. Ну и плюс в том, что у меня идеальные предметы были против такого антимага. Все идеальные предметы. То есть, чтобы вы понимали, посох 3-го тира работает же не только на саму способность. Это работает еще и на предмет. Вот, допустим, у меня был Дагон 4-го тира, который наносил 800 магического урона. Плюс 40 магической надбавки давал. То есть, чтобы вы понимали, посох 3-го тира бафает этот Дагон, и там от Дагона наносится в одну цель 2400 магического урона. Все это мы перебафываем на магов, соответственно, на дебаф магов, на магическое сопротивление. Перебафываем всеми предметами, которые дают еще магический баф. Ну, вы поняли, короче, Агоним, Дагон тоже же не дают по чуть-чуть. Вот, и мы получаем обалденные цифры от этого Дагона. Но мне на самом деле повезло. Повезло то, что мне пришел дизраптор в 2 звезды. Жалко, конечно, ко мне не пришел дух пятерка в 2 звезды. И вот я совершил лютую ошибку. Это то, что я не поставил баф людей на 1 раунд. Неважно, выиграл я, проиграл я. Надо было тупо поставить на 1 раунд. Я тупанул. Тупанул. Я почему-то подумал о том, что я убрал квапу. А потом, когда раунд начался, я смотрю, квапа стоит у меня на столе. То есть у меня мозг немного поплавился. Ой, короче, вы меня поняли. Мозг у меня нормально так поплавился. Вот. Катка отличная получилась. Мне понравилось.
Но и, как я говорил, я экстрасенс, парень с антимагом, дошел в топ-2. Все, что вам надо, это собрать антимагов 2 звезды, найти на него более-менее хорошие предметы. Но и тоже я скажу, что если бы этот парень не затупил и поставил бы себе тупо гритеров, я думаю, что мне бы не хватило мощи его пробить. Я думаю, под гритерами он бы меня аннигилировал. Почему так? Потому что, во-первых, под гритерами не работает сайленс, не работает контроль, все дебафы и тому подобное. То есть, по сути, я на него сайленс накинул, но урона я ему особо не наношу из-за того, что он антимаг, плюс у него и был плащ-пальто, который дает 50% магического сопротивления. Ну, он просто переживал и взрывал бы меня тем не менее. Потому что под гритерами сайленса нет. То есть его способность работает. Ну, он странно, короче, поступил. Хотя я на самом деле до сих пор не знаю. Вот этот вот предмет третьего тира, он работает на гритеров или не работает на гритеров? Ребят, если кто-то проверял, напишите в комментариях. Это слишком важный вопрос. Слишком важный момент в игре. Ну, что мне еще по поводу этой игры добавить? В принципе, ничего. Я кайфанул от игры. Мне понравилось. Что думаете вы? Напишите в комментариях. Не забудьте поддержать этот ролик своим лайком. Кто не подписан, подписываемся. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!